Погода в начале декабря 1872 была далеко не спокойной, когда британское судно встретило таинственно дрейфующую бригантину в 1000 миль от Гибралтара. Корабль выглядел идеальным снаружи, паруса слегка потрепаны, но целы, корпус без видимых повреждений, шлюпка на месте отсутствовала. На борту не было ни одного члена экипажа. Это был знаменитый Мэри Селест, недавно покинувший Нью-Йорк с грузом промышленного спирта и планами добраться до Генуи. Капитан Брикс, его жена, маленькая дочь и команда в количестве 7 человек исчезли словно утренний туман. Команда, поднявшаяся на палубу, сначала подумала, что все произошло совсем недавно. На столе стояли еще теплые чашки кофе, личные вещи были аккуратно сложены, а швейцарские часы продолжали тикать в капитанской каюте. В трюме спирт был не тронут, а груз тщательно закреплен. Все выглядело так, будто экипаж просто шагнул за борт и растворился в открытом море. Ни крови, ни драки, ни следов борьбы. Даже корабельный дневник был заполнен до самого последнего дня. Капитан Брикс отмечал обычные наблюдения, не намекая ни на какую опасность. Самый последний дневниковый штрих был оставлен утром 4 декабря. Команда зафиксировала свои координаты около Азорских островов. Больше никаких записей, никаких тревожных сигналов, на борту не хватало только спасательной шлюпки и некоторых личных вещей. Все остальное оставалось нетронутым, слухи и домыслы начали распространяться почти мгновенно. Первыми подозреваемыми стали пираты, но ни одной ценности не пропало, даже дорогие часы и украшения остались на своих местах. Многие предположили, что экипаж мог впасть в панику из-за утечки спирта, опасаясь взрыва, однако даже это не объясняет, почему все покинули корабль дружно и в полном порядке. Версии об отравлении, мятеже или нападении морских чудовищ никак не подтверждались ни уликами, ни свидетельствами. К британским берегам Мэри Селест доставили на буксире, где немедленно началось расследование. Судебные слушания длились недели, каждую деталь осматривали лучшие следователи того времени. На подсудимых оказывали давление, стараясь найти виновных среди команды британского судна, обнаружившего Мэри Селест, но никаких улик так и не нашли. Капитан Брикс и его семья словно вычеркнуты из реальности, а их имена стали синонимом главной морской тайны. История берет за живое именно из-за своего парадоксального спокойствия. Идеальное судно, капитан с безупречной репутацией, грамотная команда, хорошая погода, а через несколько дней полная пустота. Даже сегодняшние технологии не продвинули разгадку ни на шаг. Нет ни тел, ни вещей, которые могли бы привести к истине. Не было обнаружено и признаков спасательной шлюпки в окружающих водах или на близлежащих островах. Со временем история Мэри Селест обрастала невероятными слухами и даже мистикой. Некоторые утверждали, что Брик столь же внезапно появлялся и исчезал на просторах Атлантики, другие настаивали, что судно проклято. Но даже после десятилетий поисков и расследований по всему миру не было найдено ни тени пропавшей команды. Эта загадка до сих пор будоражит умы исследователей и любителей тайн, а корабль, который когда-то плыл по волнам с крепкой командой и счастливыми лицами, теперь стоит в ряду самых жутких и необъяснимых исчезновений морской истории. Дальше становится только интереснее, ведь необъяснимые явления подстерегают людей не только на поверхности, но и в самых глубинах океана. В конце весны 1997-го два мощных гидрофона у побережья Южного полюса приняли гигантскую волну инфразвука, источник которой находился далеко под поверхностью океана. Эксперты из Американского национального управления по исследованию океанов и атмосферы сразу отметили, как необычно сильно и отчетливо этот звук отличался от привычного шума подводных извержений или бурь. Его прозвали «блуп». Невиданный до этого ни по размаху, ни по акустическим характеристикам феномен, который продолжался чуть меньше минуты, но был зафиксирован сразу тысячами миль от места происхождения. Блуп оказался настолько мощным, что даже в сотнях миль от Антарктиды звук доходил до микрофонов станции, словно бы его издавал гигантский организм или неведомый механизм, скрытый на дне. Традиционные источники, вроде корабельных винтов, подводных землетрясений или айсбергов, не давали такого чистого и необычного акустического рисунка. Даже крупнейшие представители морских животных не могли создать звук подобной силы и частоты. Для сравнения, величайшие синие киты выдают лишь 1/10 часть похожей по характеристикам волны. Но у блупа были свои уникальные особенности. Частота резко менялась, звук начинался с низкого гула, а затем стремительно рос и искажался до самого финала сигнала.
Когда звук впервые выдал акустическую аппаратуру из глубин Тихого океана, команда океанологов быстро попыталась вычислить его координаты. Источник находился примерно между Южной Америкой и Антарктидой, на территории, где не было ни военных подводных испытаний, ни крупных вулканов, ни даже регулярного судоходства. В этой точке карта океанского дна указывала на огромные глубины и практически полное отсутствие жизни, кроме редких организмов, способных пережить ледяную тьму и давление в 1000 фунтов на квадратный дюйм. Ученые выдвигали одну гипотезу за другой. Были версии о крушении неведомого подводного аппарата, неизвестном биологическом существе внушительных размеров или же ранее незафиксированном природном явлении. Но ни одно из исследований, проведенных в лабораториях и на борту научных экспедиций, не смогло полностью объяснить акустическую картину блупа. Для того, чтобы воспроизвести подобный звук хоть как-то приближенно, понадобилось бы либо существо в десятки раз превышающее самого большого из известных кашалотов, либо механический объект, превосходящий по мощности любой подводный двигатель. Но ни одно такое существо или объект в океане никогда не фиксировалось. В последующие месяцы исследовательские корабли американского флота, а также частные научные миссии пытались записать блуп снова. Но ни один из многочисленных гидрофонов не уловил ничего похожего, звук не повторялся, а район его возникновения оставался необъяснимо спокойным. Некоторые аквалангисты пытались исследовать глубины у предполагаемого источника, используя подводные аппараты с мощными фонарями и гидролокаторами, но не нашли ни признаков вулканической активности, ни обломков судна, ни останков неизвестных чудовищ. СМИ подхватили волну шума. Блуп стал сенсацией для любителей загадок и сторонников теорий о морских чудовищах. Появились рассказы о древних спящих титанов, скрытых лабораториях, секретных военных проектах, даже о контакте с внеземными технологиями. Однако официальные лица молчали, у них просто не было объяснения. Загадка так и осталась неразгаданной, а короткий акустический сигнал ушел в историю, превратившись в одну из самых интригующих аудиотайн науки о Земле. Годы проходили, но тайна только становилась глубже. На месте происхождения блупа не появлялось ничего необычного, на новых записях не было аналогичных сигналов. До сих пор ни одно научное объяснение не выдержало проверки временем и новыми наблюдениями. Неудивительно, что спустя десятилетия звук из недр океана вызывает дрожь у каждого, кто слышит о нем впервые. Ведь если такие явления происходят в самых отдаленных и неизученных уголках Земли, кто знает, что еще может скрываться на темном дне? А пока ученые так и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть версию колоссального морского существа, мир продолжает следить за таинственными событиями, которые, кажется, бросают вызов даже самым смелым представлениям о реальности. И если под толщей воды записываются такие звуки, никто не может быть уверен, какие еще тайны ждут на суше, например, когда целый город исчезает без следа прямо с лица Земли. Поздней осенью 1685-го 3 английских судна причалили к острову у берегов нынешней Северной Каролины. Колонисты высадились с надеждой обустроить жизнь вдали от старого мира. Здесь должны были появиться улицы, фруктовые сады и крепкие дома, а в центре поселения уже возвышались первые коттеджи из белых досок. Место назвали Роанок, и вот с этого момента история берет совершенно неожиданный, почти мистический оборот. Положение поселенцев оказалось сложнее, чем предполагалось. Рядом находились воинственные племена, запасы еды быстро кончались, а грузовые корабли прибывали с опозданием. Глава колонии. Джон Уайт, видя истощение и болезни среди поселенцев, решил отправиться обратно в Англию за подкреплением. Он прощался с женой, дочерью и новорожденной внучкой по имени Вирджиния Дейр, первым европейцем, родившимся на территории будущих Соединенных Штатов. Обещал вернуться с провизией и новой надеждой. Джон Уайт отплыл в конце лета 1687-го, рассчитывая вернуться максимум через несколько месяцев. Но война с Испанией в Европе сорвала все планы. Едва он достиг Лондона, порт закрыли для гражданских судов, а все корабли ушли на фронт. Почти 3 года Джон не мог покинуть Англию, терзаясь мыслями о семье и людях, которых он оставил без защиты. Лишь в конце лета 1690 он вновь вступил на знакомый песчаный пляж у Роанока. Здесь его ждал пустой лагерь, ни домов, ни людей, ни даже следов спешной эвакуации. На месте старого забора Джон обнаружил вырезанное слово «Кроатоан», а на дереве рядом загадочную аббревиатуру «КРО». Ни признаков насилия, ни разбросанных вещей.
Кладбище колонистов было не тронуто, только трава выросла между заброшенных грядок и фруктовых деревьев. Джон вызывал своих людей, и вместе они обследовали территории в несколько миль вокруг. На песке не было следов, лагерь выглядел заброшенным, но не разграбленным, а вещи личного пользования хранились на прежних местах. Кораблей в прибрежных водах не было видно. Указания Кроатуан могли относиться к одноименному острову в 10 милях к югу, где обитали дружественные индейцы. Вскоре ураган вынудил экспедицию спешно покинуть берег, не дав возможности досконально обследовать окрестности и отправиться на тот остров. Вернувшись в Лондон, Джон Уайт пытался организовать новую экспедицию, чтобы отыскать свою семью и других поселенцев. Но снова вмешались политические интриги и нехватка средств. Остатки лагеря Роанок начали скрываться под землей, а местные племена, опрошенные позже, не признавались ни в каком контакте с колонистами. Ни одного останка, дневника или значимой зацепки не нашли. Самая первая американская колония исчезла так же внезапно, как появилась. В последующие десятилетия английские и французские исследователи пытались расшифровать, что произошло на том берегу. Некоторые уверяли, что колонисты перемешались с местными племенами, другие считали, что на лагерь напали враждебные воинственные соседи. Были даже поиски среди индейцев с голубыми глазами и светлыми волосами, якобы потомков смешанных браков, но генетические следы оказались слишком расплывчатыми. Истории и догадки множились. Кто-то рассказывал о коварной засухе, которая выгнала людей с острова. Другие утверждали, что поселенцы отправились на север в попытке найти новые земли, но не выдержали тяжелого пути и растворились в лесах навсегда. Не раз проводились масштабные археологические раскопки в попытке найти хотя бы останки построек, что выдало бы истинную судьбу исчезнувшего города, но результаты оставались прежними: несколько глиняных черепков да обломки старых каминных труб, не дающие понимания, что же все-таки произошло в конце лета 1690. Сотни лет спустя остров Роанок окутан слухами и туристическими байками. В местных музеях хранятся обломки лодок и старинные английские монеты, найденные в прибрежных песках, но загадка затерянной колонии по-прежнему не раскрыта. Даже передовые методы расшифровки ДНК и новые георадары не выявили следов массового исхода или насилия. Имя Вирджинии Дейр стало символом надежды и одновременно вечной тайны. Каждый год на остров приезжают люди, чтобы попробовать разгадать, куда исчезли больше сотни мужчин, женщин и детей. Их судьбу не объясняют ни документы, ни устные предания. А значит, легенда о Роаноке продолжает жить, как и рассказ о загадочных исчезновениях, которые встречаются в самых разных уголках Земли, от джунглей Амазонки до ледяных просторов Арктики, где золото и надежда могут обернуться гибелью целой экспедиции. Ранним утром 1645-го, когда льды еще не начали сковывать ледяные воды Гудзонова залива, два корабля «Эребус» и «Террор» отправились из Англии на поиски северо-западного прохода. Главой экспедиции стал сэр Джон Франклин, опытный полярный исследователь, за спиной которого были десятки плаваний в опасные воды Арктики. На борту находилось 129 человек, тщательно подготовленных к встрече с холодом и голодом. Запасы провизии, консервированные продукты, свыше 2 десятков пушек, лучшие компасы и даже Библия для совместных молитв. Первые месяцы путешествие шло более-менее спокойно. Ледяные торосы не мешали, а море было относительно тихим. Команда ежедневно вела журналы, где фиксировала курс, погодные аномалии и все особенно опасные встречи. Когда суда оказались зажатые во льдах в проливе Виктория, участники экспедиции продолжали прокладывать путь пешком, разбивая временные лагеря попеременно на суше и на палубе. Продовольствия хватало, а моральный дух казался сломить невозможно. Потом начались первые странности — отравление пайками. Позже эксперты установят, что большая часть консервов оказалась укупорена некачественно, свинцовые покрытия крышек быстро давали трещины. Начались массовые отравления, у сотен людей проявились головные боли, странные галлюцинации, кишечные боли. Несколько офицеров умерли буквально за считанные дни, а по лагерю поползли слухи о проклятии ледяной пустыни. Доктор Гарри Гудзен, офицер-медик, делал записи о внезапных вспышках агрессии, галлюцинациях, лихорадке. Зима пришла быстро, как удар, температура опустилась ниже нуля по Фаренгейту, а снежные бури накрыли суда на недели, иногда даже на месяцы. Люди начали грызть кожаные ремни и пить талую воду, добытую из вплавленного снега.
Случаи каннибализма впервые зафиксированы около второй зимовки. Несколько человек так и не вернулись с вылазок за дичью, для остальных это стало молчаливым правилом — не отходить поодиночке. Настоящий ужас разразился ближе к весне 1647-го. Корабли оказались зажаты ледяной глыбой, которая трещала под тяжестью ветров. Несколько членов экипажа попытались на лыжах добраться до ближайшего торгового поста в сотнях миль к югу, но их следы обрывались среди снега. Остальные отсиживались в тесных каютах, постепенно теряя силы, а потом и надежду. К этому времени золото экспедиции стало настоящей ловушкой. С собой команда везла сундуки с золотыми монетами и слитками, часть оплаты и залоговый фонд на случай успешного возвращения. По рассказам эскимосов, которых позже опросят следователи, несколько наивных моряков даже пытались обменивать золото на еду и меха, но местные быстро поняли, что металл в Арктике не имеет никакой ценности, там ценится лишь теплый мех и еда. Весной остатки экипажа попытались покинуть суда. На берегу остались ящики с бортовыми журналами, посудой, ножами и, что самое странное, с золотыми слитками, которые так никто и не забрал. По следам на льду позднее определят, люди тащили на санях тяжелые ящики с продуктами, но золото выбросили или оставили, просто не имея сил его нести. Спустя десятилетия постепенно началось настоящее расследование. Канадские полярники и археологи нашли на острове Кинг-Уильям останки людей, разорванные металлические банки, обрывки мундиров. За сотни миль от береговой линии были обнаружены серебряные ложки с инициалами офицеров, а также золотые монеты, разбросанные вдоль предполагаемого маршрута отхода. Экспертиза подтверждала, люди умирали от истощения, холода, а также влияния тяжелых металлов. В середине 20 века советские и канадские исследовательские группы сделали сенсационное открытие. На дне залива удалось с помощью гидроакустики засечь силуэты двух кораблей, полностью погруженные в ил и лед. После долгих раскопок подняты артефакты, золотые украшения, ременные бляхи, навигационные приборы и личные вещи экипажа, словно замороженные во времени. Находка подтвердила трагедию экспедиции, но не дала главного ответа, что именно заставило людей уйти вглубь ледяной пустыни, бросив все ценное, даже золото. Потомки участников экспедиции до сих пор ищут пропавшие реликвии и золото Франклина, а каждый найденный артефакт вызывает новый виток охоты за сокровищами. Место трагедии стало притчей во языцах среди кладоискателей и полярников. Ледяные воды хранят нераскрытые тайны, а гибель самой амбициозной экспедиции Британской империи до сих пор окутана мистикой. Но самый удивительный и необъяснимый феномен скрывается не только на бесконечных просторах льдов. Иногда настоящая загадка появляется прямо в небе, на глазах у сотен свидетелей. Однажды поздней осенью 1981-го в узкой долине Хесдален, что в самом сердце Норвегии, маленькая фермерская деревня оказалась в центре таинственной световой бури. Все началось с ночи, когда пастух по фамилии Сольвик заметил в небе густой голубоватый шар размером с большой баскетбольный мяч. Светило не просто висело, оно медленно огибало склон, словно что-то невидимое вело его вдоль линии леса. Затем шар вдруг замер и исчез с такой скоростью, что глаз не успел уловить движение. На следующее утро рассказ пастуха стал главной сенсацией всей округи. Менее чем за неделю более десятка жителей заметили похожие световые объекты. Некоторые видели, как они вспыхивали золотым или ярко-оранжевым светом, зависали в одном месте минут по 10, а потом резко уходили вверх, оставляя после себя тонкую молочную дымку. Местная полиция выехала на вызовы скептически, но к декабрю количество сообщений дошло до 40 в месяц. Электрики Хесдалена фиксировали в эти ночи скачки напряжения, а у многих жителей выходила из строя бытовая техника. Зимой 82-го, к удивлению всей деревни, появились гости. Не уфологи, а настоящие научные группы из университета Осло и даже специалисты ВВС. Они разбили станцию наблюдения в амбаре, установили десятки видеокамер, инфракрасные детекторы, радары и фотоаппараты с длинным фокусом. Уже в первую же ночь приборы зафиксировали сразу 3 объекта. Один медленно поднимался от поверхности Земли, двигаясь зигзагами, другой завис на высоте около 500 футов и излучал ровный белый свет, а третий исчезал с экрана радаров, словно растворяясь в воздухе. В течение следующих 1,5 лет феномен наблюдался как минимум дважды в неделю. Группы ученых сменяли друг друга, проводя непрерывную видео и фотосъемку.
Полученные изображения шокировали даже скептиков. На снимках отчетливо были видны световые сферы разных цветов, иногда вытянутые полосы, а иногда плотные капли света, которые опускались почти до самой Земли. На одной пленке удалось зафиксировать, как светящийся объект мгновенно меняет траекторию под почти прямым углом, что невозможно для любого известного самолета или дрона того времени. Не менее странными были рассказы водителей-дальнобойщиков, которым ночью приходилось пересекать долину. Многие утверждали, что светящиеся объекты некоторое время догоняли их грузовики, зависая всего в нескольких десятках футов и освещая кабину холодным голубым светом. Иногда свет этот сопровождался странным гулом или статическим потрескиванием в радиоприемнике. Пастухи жаловались, что после ночей с особо сильными вспышками их овцы становились беспокойными и отказывались выходить за пределы загона. К лету 84-го долину буквально наводнили туристы и телеоператоры. Команда популярного норвежского телеканала провела прямую трансляцию, в которой удалось поймать на пленку сразу два объекта, зависших недалеко от леса. Позже их кадры анализировали специалисты из Франции, Италии и даже Канады. Никаких монтажных следов, никаких объяснений, как такое могло появиться без условий студийной подделки. Интересно, что даже в дневное время некоторые фермеры видели, как по небу медленно ползли полупрозрачные шары. Они будто отражали солнечный свет, но не оставляли ни теней, ни четких следов на земле. Самое поразительное заключалось в том, что объекты не реагировали на любые попытки сближения. Ученые запускали в небо радиоуправляемые самолеты, запускали сигнальные ракеты и даже пробовали использовать мощные прожекторы. Световые шары оставались равнодушны и исчезали, едва кто-нибудь подходил слишком близко. Однажды оператору удалось отснять на сверхчувствительную пленку момент исчезновения сферы. Объект буквально рассыпался на несколько искр и растворился, не оставив даже следа на поверхности. Исследования долины Хесдален продолжаются до сих пор. Местная станция автоматического наблюдения в режиме онлайн ежедневно передает новые видеозаписи загадочных огней. За 30 лет наблюдений зафиксированы сотни подтвержденных случаев, но объяснение феномену так и не найдено. Одни ученые предполагают редкие атмосферные явления, другие — неизвестные разряды в почве, но ни одна из версий не объясняет резкой геометрии движения, смены цвета и абсолютного молчания объектов в радиодиапазоне. Огни Хесдален стали не только магнитом для туристов, но и постоянной загадкой для ученых, которых сюда привлекает неофициальная слава норвежского Бермудского треугольника. Пока камеры ловят очередные вспышки, а местные жители вечерами смотрят в небо, остается только гадать, чем окажется следующий феномен, который неожиданно появится в самых привычных и, казалось бы, хорошо изученных местах нашей планеты.